Привет, дружище! Это видео о том, как создавался арт с Куртом Кобейном. Как я уже говорил в прошлом видео, меня смущало то, что это коллаж из чужих картин, из работы других художников. Можешь его посмотреть, где-то тут подсказка высветится. Я решил делать арт с Куртом Кобейном и постить его на NFT. Но меня смущало то, что я не был автором этой работы на все 100%. И поэтому я решил ее переделать с новыми умениями, знаниями, которые у меня уже тут появились. Сфоткать Курта я, конечно же, не мог по довольно понятным причинам. Поэтому было принято решение делать 3D-модель. Для 3D-шки я использовал Dust 3D Studio. Я говорил об этой программе где-то уже в прошлых видео. Делал с ней арты, там точно помню, в «Звездных войнах» это было. Очень классная, удобная программа. Можно очень быстро накидывать какие-то модельки, их как марионетку тягать, там ставить какие-то позы. Можно использовать уже готовые позы. Это, просто и быстро. Вначале я создал модель в Dust 3D Studio, вывел ее как A-frame для Marvelous Designer и приступил к тому, что начал ставить модель в нужную мне позу. Открыл эту A-frame модель в Marvelous Designer и для ряса цветов использовал белую футболку стандартную. Увеличил ее в размере, вытянул рукава и долго игрался с тем, что регулировал то, как эта ряса сидит на модели, так как она часто проваливалась за 3D модель. С двух прямоугольников ткани я создал эту накидку, которая была по диагонали. Позже я закинул сюда финальную позу из Dust 3D Studio, и одежда адаптировалась под финальную позу. Дальше я закинул это все в Blender, где я собирал всю сцену. Переместил сюда модель в одежде уже, создал плоскость земли, накинул прямоугольник, чтобы потом впоследствии изменить его на комбик. Использовал плагин физической атмосферы для того, чтобы регулировать время суток. Но впоследствии использовал просто HDRI карту, где было уже небо с горами. Накинул гитару, выставил свет и поставил на рендер. На очень долгий рендер. Так как у меня старый комп, он вообще не выводит какого-то многопоточного рендера, поэтому у меня это заняло примерно часов 5. Не, может быть 3, ладно, окей, где-то 3 часа. Дальше эту фотку я перенес в Photoshop, но тут уже без спидпейнта, так как я перекидывал эту работу между разными компами, думал о том, что я поработаю 5 минут, в итоге убивал несколько часов и так и не ставил ничего на запись, поэтому я просто разберу по слоям свою старую PSD-шку. Я долго пытался прорисовать землю на фотографии, но в какой-то момент я понял то, что будет быстрее, если я это добавлю в 3D модель. Поэтому был еще второй рендер, где я накинул камни, ветки и растительность. Накинул небо с птицами, добавил теней по бокам и добавил тег на камень. Заменил комбик, как я и планировал, с обычного квадрата на нормальный. Пока с бэкграундом все, давай разберем модель Курта. В первую очередь я заменил голову с лысого мужика на голову Курта. Накинул стигматы и кровь выступающую, затемнил ее и добавил бликов. Добавил на рясе таких небольших ниток какой-то рваной текстуры. Накинул на него гитару. Как видно по рендеру, гитара выглядит совсем не так, как выглядит на фотографии. Я нашел фотографию гитары Курта в интернете.
вырезал и заменил ее на ту, которая была на рендере. Плюс также прорисовал струны и в целом немного детализировал всю гитару. Накинул ему сигарету, добавил очки. Дальше от гитары я закинул провод к комбику. Добавил кота, как обычно. Кот тоже тут прорисованный немного, с сигаретой. Небольшая ретушь пальцем по нему, как обычно. Также накидывал поверх фотографии еще траву, чтобы оно не выглядело как-то слишком вылизанно и не выглядело, как будто бы это одна текстура продублированная. Такие кусты немного добавляют живости картине, как мне кажется. Еще я накинул стикер на комбик. Мало кто, мне кажется, заметил, но вот теперь вы это видите. Дальше я это все перекинул на iPad и начал рисовать здесь свет. На iPad я это делал, потому что мне это намного быстрее и удобнее. Начал прорисовывать тени на комбике, под котом и под всей этой травой, которую я добавил. Так как здесь шнур был очень драфтово накинут, я также его перерисовал. Чтобы заменить гитару на более реалистичную, я вырезал ее из 3D модели, поэтому этого куска на фотографии нету. Не обращайте внимания на то, что в Procreate сейчас другая земля. Это как раз тот вид земли, который был до того, как я еще раз вывел землю в блендере отдельно. Дальше приступил к прорисовке бликов, нарисовал на затылке, на руках, накинул это все на эту красную ткань, на гитару немного, на провода и комбик. Добавил тени под гитарой и немного на грудь Курту. Также накинул еще тень от волос. И также я здесь в Procreate дорисовал дым. Дальше всю эту работу я перекинул на MacBook, накинул цветокоррекцию, хроматические аберрации, текстур также накинул. Еще прорисовка бликов, без нее и с ней. И цветкор. Здесь все просто. Накинул кривые, сделал менее насыщенную картинку. Поправил Selective Color цвета, сделал более ярким красный и немного тонировал в теплый. Ну и напоследок накинул немного шума на фотографию, добавил хроматических аберраций и сделал картинку немного более размытой, чтобы больше напоминала какой-то эффект пленки. И подстилил глаза коту. И в принципе все, работа готова. Загружаем ее на Foundation. И как тебе эта работа? Пиши об этом в комментариях. Можешь поставить лайк и поддержи меня любым удобным тебе способом. Репостом в соцсети, в сторисы, скинь друзьям, бабушке, маме, коту, так как тебе это будет удобно. Можешь сделать ретвит с моей работой у себя в Твиттере, либо купить мою работу. Короче, поддержи меня любым удобным тебе способом. А как это сделать, решай сам. А с вами был, как всегда, Андрей Белый. Смотри мои подкасты, делись об этом всем в соцсетях. Пока.